Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Узнай будущее. Давайте узнаем, к чему все идет. Как раз с 11 по 20 ноября время перехода планеты Плутон из Козерога в Водолей. Но и могут быть еще и метаморфозы. Кроме того, больше энергии Скорпиона, когда нам захочется где-то, знаете, так внутренне докопаться до какой-то сути. Вот на вас это будет влиять. Примите во внимание, что мы не должны застрять в каком-то глубоком анализе или не должны разрушить, может быть, и отношения, исходя из того, что захочется быть щепетильными, где-то дотошными. Ну, давайте узнаем, как думают карты. Кому интересно, я оставлю ссылки в описании под видео. Вы можете перейти, как и на мой сайт, и прочитать, как работают вот эти планетарные транзиты в отношении вас. И в целом в отношении любого знака зодиака. Прочитать и по своему асценденту какие-то подсказки вы получите, я надеюсь. Никогда мы не знаем, откуда подсказка. Но и прогнозы Таро не всегда совпадают с планетарными. Поэтому будем реалистами в любом случае. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И все же какой-то пазл у вас сойдется. Итак, 10 дней. Таро-прогноз на декаду. И с учетом всех транзитов давайте узнаем, к чему все идет. Ваше будущее на 10 дней. Давайте узнаем. Каковы события этого ближайшего будущего и с чем это связано? Две колоды, первые 4 карты мы достанем на Ленорман. Как раз события нам рассказывают чаще. 4 карты, пусть нам карты по этим событиям нас проведут. Мы не задаем вопросы, а посмотрим, что они нам расскажут. Дополним картами Таро. И первая карта у нас будет Таро неожиданность. С какой неожиданностью вы столкнетесь в эти 10 дней? Ближайшее будущее. Какова для вас будет неожиданность? Как видят опять же карты. Это будет первый наш вопрос. Второй вопрос картам Таро. В чем ваша сила, мои дорогие тельцы, и в чем ваш успех? Что вам помогает попросту? Давайте узнаем по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, учеба, документы, энергия, денег и личная жизнь. А также мы достанем карту «Совет» и откроем ее в конце нашего расклада. Давайте узнавать у карт. Ленорман. Ох, хитрость. Хитрость, ловкость, лиса. Вы можете чувствовать, что с вами... Ну, где-то и хитрят, что-то вам не договаривают. У вас, я должна сказать, вот как раз энергии Скорпиона, они на каждого влияют, на вас особенно, мои дорогие тельцы. Вы как раз вот эту какую-то неточность даже можете воспринять как нарочитый обман. Вот, кстати. Или, возможно, в вашей жизни уже была какая-то история со знаком минус, которая научила не доверять или говорит... Доверяй, но проверяй. Поэтому, ну, вы уже как будто на эти 10 дней вооружились некоторой самозащитой. И у вас будет работать прекрасная интуиция. То есть вот каких-то лис вы можете предусмотреть. Но я должна сказать, вот в этой колоде, что интересно, обратите внимание, очень добрая лиса. Обычно нам показана лиса в остальных колодах, когда она схватила какую-то птицу и тянет ее куда-то. А у нас нет. У нас, посмотрите, маленький лисенок свернулся калачиком, и его обвела лиса хвостом своим, и она как защита, мои дорогие. Поэтому, тельцы, ваша более хитро изворотливая какая-то энергия, хотя вы люди... зачастую больше открытой душой, больше прямолинейной, потому что вы доверяете какой-то конкретике. Вы не выстраиваете, или, по крайней мере, в большинстве своем, вы не любите вот этих каких-то извилистых хитросплетений, какой-то многоходовочки. Но, может быть, где-то вы это чувствуете. Берегите себя. Я бы сказала, вот о чем вам говорит карта. Ваши интересы, ваше сохранение.
Это сейчас в приоритете среди всего прочего. И чего бы тут ни касалось, ваши планы, или пусть это будет ваша идея, не рассказывайте никому. Будьте на своей волне. Если мы говорим финансы, ну так и с финансами тоже будьте аккуратны, чтобы себя не обесточить. Вспомните, может быть, вот эту карту, вот эту мудрую лису, которая сохраняет все то, что ей дорого. Давайте посмотрим, что же вы должны сохранять. Деньги, мои дорогие, правда. У вас более чем ресурсный период. И я должна сказать, планетарно тоже. Вы можете получить деньги как раз где-то в этот промежуток времени. Есть возможность приумножить свой доход или решить ряд вопросов, касающихся финансов, и все это со знаком плюс. Более того, часто рыбы – это еще перемещение, переезд, или ваш планируемый куда-то переезд, и, возможно, очень далеко, но есть еще и работа у кого-то в интернет. Нам рыба показана на фоне моря и кораблик, один из символов Меркурия. Поэтому у кого-то будет тоже пространство, эфир, интернет, работа через интернет, увеличение вашей популярности, об этом тоже нам говорит карта. И еще это могут быть какие-то иные, может быть, у кого-то как отдых, перемещение, или новые способы сотрудничества. Здесь все со знаком плюс, мои дорогие. В целом рыба, благополучие. Давайте узнаем, что еще, поэтому храните сами себя. Гора. Всегда гора – это какое-то препятствие. Но это преодолимое препятствие. И в этой колоде карт не такая уж и большая гора. Но, видимо, есть некоторые детали. Может быть, вам придется решать вопросы некоторые по документам. Или вот у каждого своя будет какая-то препона или преграда. Но помните, гора, вы всегда можете ее обойти или преодолеть. Может быть, для какого-то конкретного дела, мои дорогие тельцы, вам просто нужно больше времени или уделить больше внимания детализации какого-то вопроса. Но для вас нет ничего невозможного. Где-то так аккуратно. Где-то беречь себя, это вы помните. Не делайте для себя искусственной, с одной стороны, какой-то горы, препятствий. Там, где можете договориться, вы как раз сумеете. Все-таки лиса – это мудрость в первую очередь. Но и если есть какой-то объективный пункт, когда быстро что-то сделать не получится, по времени словно будет растянуто, тогда примите это как данность. Я должна сказать, что вот даже такой своеобразный тормоз или пауза у вас может быть как и в ноябре, и где-то еще с заходом на декабрь. На ноябрь у меня уже готов гороскоп планетарный, а на декабрь я скоро опубликую на своем сайте. Поэтому, знаете, вот хочется сказать, что успокаивайте словно сами себя. В декабре могут потом еще более ощутимо чувствоваться энергии, когда захочется настоять на своем. Иногда вот эта настойчивость для вас может сыграть со знаком минус. Будьте хитрее. Может быть, и об этом лиса нам тоже говорит. Давайте посмотрим, что же третье. Вопросы дома, вопросы недвижимости, имущества, вашего места пребывания, может быть, конкретно заключение соглашений, пересмотр каких-то соглашений, договоры, контракты, брачные, кстати, контракты. Все то, что со знаком пере, где-то у нас мы пересматриваем, переделываем, может быть, детализируем, или есть какие-то новые пункты, мы должны их внести в этот документ. Это тоже может проигрываться. А также вопросы денег или вашего, где вы пребываете, или ваши дальнейшие планы. По аркану дом – это еще и личная жизнь, мои дорогие тельцы. Поэтому как будто все сферы жизни кумулируются где-то к середине ноября. И вам нужно будет несколько все расставить по местам. Вы всех ответов не получите в ноябре, правда? Но вот карта, может быть, поэтому и говорит, что будь мудр, куда-то ты, телец, не поторопись, настойчивость тебе не поможет, а вот хитрость где-то, она тебе как раз позволит себя сохранить, какую-то ситуацию не драматизировать. Может быть, взять паузу, когда есть вот те вопросы, которые связаны просто с регламентом, когда мы должны подождать сколько-то там дней, пока будет готов тот или иной документ. И у вас стабильная позиция, сильная позиция, мои дорогие тельцы. Давайте у карт Таро узнаем, что же за неожиданность, вот интересно.
Восьмерка мечей, карта нам о чем говорит, что это карта внутренних страхов, сомнений, и мы можем себе тут надумать или начать что-то анализировать, основываясь на прежнем опыте, и тогда мы искажаем сами себе реальность. Наша девушка, которая смотрится в зеркало, она видит совершенно не себя, художник изобразил, а она себя как бы позиционирует, что у меня сейчас нет возможностей. Я словно в каких-то путах, веревках связана по рукам. На глазах нам показана повязка, художник изобразил. И кажется, что я действовать не могу. Что-то совершенно от меня не зависит. И вороны, которые кружат вокруг девушки, и в этой колоде это символ мудрости, информации. То есть, опять же, нам говорят, будь мудр к тому, что ты услышишь, увидишь, или в какой ты ситуации сейчас оказался. Как будто мы внутренними нашими сомнениями, страхами, добавляя их, мы себе ухудшаем собственное, как и настроение, так и положение. Реальность другая. Открой глаза, где-то об этом нам говорят карты. И тогда ты увидишь как-то обстоятельства совершенно по-другому. Давайте я уточню. Это дела, работа, бизнес. Тут какие-то напрасные страхи, сомнения. Может быть, по части оформления важного документа получится, не получится. Или по части работы. Тоже не знаю, что ждать. Да? У каждого тут своя какая-то прерогатива или свои, безусловно, сомнения. Может быть, у кого-то... А вот нам карта прям сразу выпадает и говорит, смотрите, я даже не буду другие дополнительные карты тянуть, а эти две карты я оставлю. Вот так мы можем видеть искаженно какое-то наше восприятие, словно больное восприятие может быть. А в реальности карта победителя и карта силы. И, к слову сказать, я говорила об энергиях, которые будут рваться наружу. Посмотрите по аркану силы. Девушка нам изображена, и половина лица как будто напоминает львиную гриву. Вот лев – это где-то прообраз эго наших эмоций, которые могут рваться наружу. Или когда мы, с одной стороны, начнем дотошно что-то изучать, углубляться, что-то раскопаем, оно никому не интересно и в первую очередь вам самим не нужно, но эти энергии сложные могут вас подвигнуть на то, что ну-ка пойду разберусь, а лучше быть где-то осмотрительнее, мудрее, отчасти и хитрее. Тут победа какая-то и сильная позиция, а мы можем чего-то не видеть, каких-то возможностей, словно чувствовать себя со связанными руками. Всего-то открой глаза, нам говорит карта. Что по деньгам, давайте мы с вами узнаем. Луна, вот чтобы не было по деньгам, нам говорят уже, деньги есть, деньги будут. Но Луна – это наша интуиция, безусловно. А еще это карта неопределенностей. И нам говорят, если деньги есть, но ты их как будто сохраняй, пока не время осуществлять, может быть, важные покупки. Вот узнать или доузнать, дособрать какую-то информацию – это великое благо. Но, может быть, с учетом карты гора, с чем-то ты не торопись. С деньгами как раз, если выпадает Луна, то здесь все то, что мы можем приумножить или где-то перевести в ту плоскость для нас более понятную, потому что Луна – это, знаете, как есть очертания, есть облик, но пока нет какой-то конкретики. И карта нам говорит тоже, выглянет солнце, все встанет по своим местам. Вот может быть такой период, где-то переход Плутона из знака Козерога в Водолей вы можете ощутить, я словно на перепутье. Но поэтому и не форсируйте, уделите внимание самому себе, самой себе или тому, что дорого. Давайте мы узнаем дела, работы, бизнес. Какие-то могут быть перемены, башня, да. Есть еще и такое значение, как опасность. Но я всегда говорю по этой карте, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Поэтому берегите себя. Не отказывайтесь от какого-то проекта, даже если он вам в каких-то деталях не нравится. Пусть у кого-то этот проект будет через ваши отношения. Может быть, отношения по личной жизни. Чего-то не нужно разрушать.
Тут всегда, когда выпадает эта карта, ведь это старший аркан, нам говорят о событиях, которые ты не можешь пока, телец, просчитать. Но тебе что-то дается, считайте, как высшие силы, вам дают какое-то подспорье, какую-то возможность. И вы пока не видите, зачем вам это нужно. Но вам-то хочется как раз детализировать, все расставить по местам. Поверьте, как я уже говорила, наверное, не в ноябре вы сможете окончательно с чем-то разобраться. Уран в вашем знаке и в ретро-движении до конца января. Поэтому, некоторые качели, они могут еще вплоть до конца января продолжаться. Но уже февраль-март, там будет больше ясности. Это правда, такое происходит. И себя беречь, безусловно, по аркану башня вам стоит. Или сохранять это, пусть дела, работа, бизнес. Поэтому ваш где-то статус, ваше доброе имя. Не допускать тех моментов, которые могут поставить под сомнение ваше дело или ваши добрые начинания, вашу какую-то экспертность или ваши планы на будущее. Давайте, иногда это просто про какие-либо документы говорят или дела, работа, бизнес, какие-то важные согласования. Но здесь могут быть еще и новости, и с учетом аркана Луна пока ничего не понятно, опять же. Может быть, совершенно противоречивая информация. Итак, чего же это касается? Мне очень интересно. Мои дорогие тельцы, вот что бы это ни было, решай все вопросы с позиции закона. Аркан справедливость, держи внутренний баланс, чувство гармонии, равновесия, оно должно вас везде сопровождать. Вы тогда более сильную позицию будете иметь. Вот посмотрите, страшный суд. Если что-то разрушается, не пытайтесь, знаете, как насильно удержать. Что я имею в виду разрушается? Люди могут, конечно, где-то, как судьба нас с ними разводит. Или могут происходить какие-то события от нас независящие. Но, может быть, каково бы ни было это событие, может быть, мы его достаточно сложно или тяжело даже воспринимаем. Но аркан «Страшный суд» нам о чем говорит? Это карта возрождения, поэтому у вас период возрождения. Оставь прошлое в прошлом. А то, что может быть продолжено, или вообще, наверное, на эти 10 дней, я бы сказала, сами не форсируйте что-то раз и не пытайтесь плыть против течения два. Позвольте себе, мои дорогие тельцы, именно и плыть по волнам судьбы, если можно так сказать, или по тем событиям, которые будут разворачиваться, с вами происходить. Позвольте кому-то пальму первенства нести, даже если это вопросы личной жизни. Будьте мудрее, будьте добрее и милосерднее к самим себе, потому что, посмотрите, 3 старших аркана нам о чем говорят? Да, у вас сильная позиция, но она не для того, чтобы настоять на своем, а чтобы максимально использовать какой-то подходящий момент. Хотя он может выглядеть нелепо, он может выглядеть как гора, но даже в каких-то альтернативных возможностях для вас будет будущее, и это нужно увидеть. Что же деньги? Королева жезлов как раз на деньги очень сильная позиция. Когда мы не говорим о своих планах, когда мы не делимся, что мы собираемся предпринять, вы будете, мои дорогие тельцы, обладать определенным магнетизмом по отношению к противоположному полу. Но королева жезлов, если мы про деньги, она очень удачлива как раз в решении вопросов бизнеса, работы и денег. Правильная работа с информацией. Значит, у кого-то информация, время, деньги. Буквально вот этот триплет проиграется. И повторюсь, сильная позиция, потому что по этой карте мы не повторяем прошлых ошибок. А мы как раз более восприимчивы к тем событиям, которые к нам приходят каждый день на порог. Мы думаем, как мы это можем употребить во благо себе или своим близким. Есть какая-то идея, которую вы хотите, может быть, тоже осуществить в реальной жизни, но она еще потребует некоторой детализации, скорее всего. Умейте хранить молчание, чтобы, как успех и удача не отвернулись. Помним, что они любят тишину. И вот как раз королева жезлов, она уже умеет молчать, потому что прежде она была более нетерпимая
к некоторым делам, событиям, отношениям, а теперь она понимает, что нет, иногда жизнь не только мучит, но и учит. Пока неопределенность, она присутствует. Поэтому и карта говорит, что телец, если можешь взять какую-то паузу, у тебя сильная позиция. Просто идя по событиям судьбы, ты сохранишь как и себя, как и деньги, так и еще и новые возможности откроются. Может быть, как раз альтернативные, которые просчитать наперед просто невозможно. Что же в личной жизни? Давайте мы узнаем. А по рыцарю чаш комплименты, подарки могут быть, какие-то приятные новости, признание в любви. У кого-то из вас может быть и знакомство, хотя лиса выпадает, поэтому с новыми знакомыми будьте очень аккуратны. И где-то на декабрь, мои дорогие тельцы, есть даже такое значение по гороскопам, если кто-то очень активно, как новый человек в вашей жизни, к вам проявляется. Но я не могу сказать, что стоит доверять. Рыцарь чаш по части тех, кто в паре, прекрасно. В отношении тех партнеров, которых вы знаете, будут приятные минуты, это точно, или подарки, или какие-то добрые разговоры, обсуждения, хорошее настроение. Но если этот человек как с нуля приходит в вашу жизнь, тут нет, следует быть осторожным, потому что есть какой-то подвох. Дважды у вас выпадает карта Луна. Не доверяйте, чтобы себя, свою жизнь не поставить под какой-то регресс, это точно, чтобы не было разочарований или, кто знает, каких-то ненужных трат. Ведь меня смотрят и мужчины, может быть, появится такой человек, кому захочется дарить подарки. Но вот тут по части денег будьте все же внимательны. Есть в вашей жизни что-то, что вы пока не видите, не можете просчитать. Очертания есть, конкретики нет. Давайте мы узнаем, каков же совет, мои дорогие тельцы, король Пентаклей. Вообще это, пусть это меня смотрят даже девочки, а король мы по полу карту не рассматриваем, а король это мужчина. У кого-то будет означать ваш надежный партнер, может быть, по личной жизни, может быть, это партнер по вашему бизнесу, по работе. Но я больше склоняюсь к тому, что это ваши энергии, и для девочек это более такие рачительно консервативные энергии. И все предыдущие карты нам ведь тоже говорят: сохраняй себя. Да, король Пентаклей великий консерватор, но это вам карта выпадает совет. Поэтому значит где-то быть консерватором. С одной стороны, чего-то и не упустить, быть вот этой мудрой лисой. С другой стороны, может быть, и придется решать некоторые вопросы, которые касаются и бумаг, и денег. И здесь этот консерватизм вам будет помогать. Может быть, то, что деньги не тратим, а в последующем все же старший аркан выпадает башня. Может быть, вы столкнетесь с некоторыми событиями, себя поблагодарите, что деньги куда-то не пустили в другое направление. И такое я могу предположить. Доверяйте, как и людям надежным, окружите себя людьми надежными. А все то, что новое, оно как хорошее настроение, оно может быть использовано. Но сказать, что мы можем от чего-то нового оттолкнуться, скорее всего, нет. Здесь какая-то вами уже проделанная работа. Вот это то, что вам приносит и прибыль, и благополучие, и надежность, и служит хорошим заделом на будущее. Но если мы говорим по части жизни личной для тех, кто в паре, тут вот мы можем расценивать, и неважно, кто смотрит, девочки или мужчины, то, скорее всего, этот период, мои дорогие, вас чем-то порадует. Поэтому не будьте слишком строги к своему партнеру и слишком суровы к самим себе. Настроение у вас может меняться, мои дорогие тельцы, и не раз где-то может штормить. Примите во внимание, что такое бывает. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.